Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые пинетки. Пинетки связаны вот вверх узором чешуйки. Смотрится очень красиво и оригинально. Данная модель подойдет как для мальчиков, так и для девочек. По размеру данные пинетки по стопе идут 11 сантиметров. Это подойдет примерно на возраст от 3 до 9 месяцев. Так как я смотрела по таблице, разница там идет буквально 1 сантиметр. Здесь у нас в этой части пинетка связана платочной вязкой. Она хорошо достаточно тянется, поэтому я думаю, как раз таки вот на этот возраст они точно подойдут. Но здесь, конечно же, еще будет зависеть и от пряжи, из которой вы планируете вязать данные пинетки, и от вашей плотности, поэтому этот момент вы должны учитывать. В мастер-классе данные пинетки я буду вязать из пряжи Alize Baby Best. По составу это у нас идет 90% акрил и 10% бамбук. Пряжа очень мягкая, абсолютно не колючая, не скрипит и отлично подойдет для деток. По метражу здесь у нас идет на 100 грамм 240 метров. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные пинетки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Пинетки я буду вязать на чулочных спицах номер 3,5 миллиметра. И значит, на 2 спицы я их между собой складываю, и обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 44 петли. Если, к примеру, пинетки вам нужны на большую или меньшую длину стопы, то как раз таки вот этим количеством петель вы можете это отрегулировать. То есть если вам нужны пинетки немножко поменьше, то есть можно набрать на несколько петель меньше, нежели я буду показывать в мастер-классе. Поэтому я сейчас на спице набираю вот 44 петли. На спице я набрала 44 петли. Теперь каким образом мы будем действовать дальше? То есть я беру наше количество петель, то есть в моем случае это 44. От этого количества мы отнимаем 4 петли, и это получается у меня 40. Дальше мы наши 40 петель делим напополам, на 2. Это получается 20 петель. Теперь, если я это нарисую вот на отрезке, у нас получится наша центральная часть, это 4 петли, где мы сейчас будем делать прибавки. То есть так, чтобы наша вот эта вот часть мыска расширялась. И здесь у нас будет идти вот боковые наши части по 20 петель. Поэтому если у вас другое количество петель вы набирали, то вы их распределяете вот по этой схеме. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. И дальше я вяжу 19 лицевых петель. Вот как раз таки с этой кромочной их получится 20. Вот раз, два, 20 лицевых петель я провязала. Теперь мы делаем прибавку. Прибавку мы будем делать с помощью накида. Вот я накинула нить на спицу и далее вяжу 4 лицевых петли. Раз, два, 3, 4. И опять делаю вот накид. Накидываю нить на спицу и вяжу до конца оставшихся 20 петель лицевых. Значит, смотрите, какой момент. На протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать также лицевыми. Это мы будем делать для того, что когда в конце мы нашу пинетку будем сшивать, у нас получится более красивый и аккуратный шов. Поэтому вот идет моя последняя кромочная петля, ее также я провязываю лицевой.
Вот я вязание перевернула. Вот моя идет рабочая ниточка. Я рабочую ниточку беру и под спицы, вот именно под спицы, перевожу на обратную сторону. И на протяжении всего вязания кромочные петли вот мы будем снимать вот таким образом. Кромочную петлю сняли, и второй изнаночный ряд мы провязываем все петли лицевые. И вот я дошла до нашего накида, где мы делали прибавку. Наш накид мы также провязываем лицевой петлей, но за заднюю короткую стеночку, так, чтобы не образовывалось здесь никаких дырочек. Вот дальше опять у нас идет 4 лицевых петли. И снова идет наш накид. Все накиды мы провязываем за заднюю короткую стеночку лицевой петлей. И все, довязываем этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю мы также провязываем лицевой петлей. Вот идет моя рабочая ниточка, снова она вот идет ко мне. Я ее под спицей перевожу вот на обратную сторону, и сейчас буду приступать к вязанию третьего ряда. Кромочную петлю я снимаю. И дальше вяжу опять 20 петель, ну, вот с нашей кромочной петлей. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Все петли вяжем лицевыми. Вот 20 петель я провязала. Теперь опять делаем накид, накидываем нить на спицу, и теперь нашу вот эту центральную часть вяжем не 4 петли, а 6, с учетом наших прибавок, которые мы делали в нашем первом ряду. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель нашей центральной части мы провязали. Снова делаем накид. И дальше продолжаем вязать все петли, включая нашу кромочную петлю, лицевыми. Это, напоминаю, мы с вами сейчас вяжем третий ряд. Далее вязание мы наше перевернем, и 4 изнаночный ряд мы также будем провязывать все петли лицевыми. Накиды мы будем провязывать за короткую стеночку, заднюю лицевой петлей, так, чтобы не образовывалось никаких дырочек. И встретимся в начале 5 ряда. Ниточку вот я под спицы провела, и приступаем к вязанию 5 ряда. Кромочную петлю я снимаю, и опять вяжем вот с нашей кромочной петлей 20 петель. Вот 1, 2, 3, 20 лицевых петель я провязала, делаю накид и вяжу нашу центральную часть уже не 6 петель, а с учетом наших прибавок их у нас уже 8. 8 лицевых петель. 3, 6, 8. Опять делаю накид и довязываю этот ряд до конца, провязывая все петли лицевые. Это мы заканчиваем вязать 5 ряд. Далее 6 наш ряд мы также провязываем все петли лицевыми. Накиды мы наши провязываем лицевой петлей за короткую стеночку. 7 ряд. Опять вяжем 20 петель лицевых. 2. Вот 20 петель лицевых я провязала, делаю накид. Вяжу теперь уже не 8, а 10 лицевых петель. Это петли нашей центральной части. Десять лицевых петель я провязала, делаю опять накид и опять довязываю этот наш ряд до конца, провязывая все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю также провязываю лицевой петлей. Наш изнаночный ряд мы также провязываем все петли лицевые. Накиды мы провязываем за короткую нашу стеночку. Итак, я провязала 8 рядов, и давайте теперь это все мы с вами запишем. То есть мы, когда провязывали наш первый ряд, мы делали наши прибавки.
второй ряд, это значит прибавку мы делали. Второй ряд это наш ряд изнаночный, и здесь мы никаких прибавок не делали, просто провязали все петли лицевыми. Третий ряд делали прибавку, четвертый ряд провязали все петли лицевыми. Пятый ряд делали прибавку, шестой ряд мы провязали все петли лицевыми. В седьмом мы снова делали прибавку, и сейчас вот мы закончили вязать наш 8 ряд, это изнаночный ряд, где мы провязали все петли лицевыми, включая наши прибавки и кромочные петли. Все, мы закончили делать все прибавки. Теперь мы с вами должны будем провязать вот как раз таки вот эту часть до нашего мыска, то есть часть подъема. Эта часть у нас будет занимать 10 рядов. То есть сейчас 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ряд мы с вами провяжем самостоятельно, просто все петли лицевыми. То есть у нас будет получаться также вот такая вот полоточная вязка. То есть и в изнаночных, и в лицевых рядах все петли мы будем вязать лицевыми. С учетом наших вот этих прибавок у нас на спице сейчас должно быть 52 петли. То есть сейчас провязываем вот 10 рядов лицевыми петлями и встретимся в начале нашего 19 ряда. Итак, я закончила вязать этих 10 рядов, то есть итого мое полотно сейчас состоит из 18 рядов. Давайте эту часть мы измерим. Вот где-то получается эта часть у меня 5 сантиметров. Или вот идет наш наборный край, и от наборного нашего края идет, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дорожек платочной вязкой. Далее мы берем вот вторую нашу спицу, и на вторую вот эту нашу спицу мы просто переснимаем 20 петель. 1, 2, 3, 4. Вот я пересняла наши 20 петель, то есть я их не провязывала. И сейчас мы будем приступать к вывязыванию вот этого нашего мыска. С учетом всех наших прибавок, которые мы делали на наш мысок, то есть вот наши прибавки, он у нас состоит из 12 петель. То есть 4 петли мы изначально оставляли, и потом вот прибавляли 4 раза по 2 петли. То есть итого у нас наш мысок, повторюсь, состоит из 12 петель. Далее мы должны взять вторую ниточку. То есть можно ее взять от второго моточка, или я ее сейчас взяла из середины моего клубка. Наш мысок при желании можно вязать и другим цветом, если вы хотите. То есть берем сейчас вот второй кончик, этот у меня тут так и остается. Если, к примеру, вообще нет возможности ни из середины достать, нет второго тоже моточка, то просто эту ниточку вот здесь можно обрезать и продолжать вот здесь вязать наш мысок. Ну просто получится тогда лишний кончик нам придется спрятать. И приступаем вязать наш мысок. То есть сейчас мы вяжем нашу центральную часть лицевыми петлями. 11 петель мы провязываем. 2, 3, 4, 5, 6. 11 лицевых петель я провязала, а далее нашу 12 петлю вот от нашего мыска и следующую нашу петлю мы должны провязать вместе. Мы их сейчас будем провязывать как 2 петли вместе лицевой петлей вот за переднюю стеночку. Ниточки здесь разровняли, все подтянули, и вязание мы наше переворачиваем. Вот нашу кромочную петлю мы снимаем. И дальше вот опять вяжем вот с нашей вот этой кромочной петлей 11 петель изнаночных. 1, 2, 3. Вот я провязала 11 изнаночных петель. И вот как раз таки идет наша 12 петля. Вот видно, здесь мы начинали наше вязание.
И вот следующая петля от нашей боковой части. Сейчас эти 2 петли мы должны будем провязать как 2 вместе изнаночной петлей. И вязание мы наше переворачиваем. Сейчас мы с вами приступаем к вязанию третьего нашего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вот вяжу 11 опять петель. 1, 2, 3, 4, 5. Одиннадцать лицевых петель я провязала, и здесь у нас, видите, уже будет хорошо видно, так как вот здесь такое отверстие получается чуть больше, нежели между петлями. То есть мы сразу видим, что это наша идет последняя 12-я петля, и это идет наша первая петля вот с боковой нашей части. Эти 2 петли в лицевом нашем ряду мы должны провязать как 2 вместе лицевой петлей вот за переднюю стеночку. И вязание мы наше переворачиваем на изнаночную сторону и приступаем к вязанию 4-го изнаночного ряда. Кромочную петлю вот я снимаю, ниточка у меня вот расположена сейчас вот перед работой. Здесь я ничего и не перекручиваю, она у меня здесь и остается. И дальше я вяжу опять 11 изнаночных петель. То есть вот опять я дошла до нашей 12 петли, здесь она у нас четко видна, вот эта вот граница, и нашу 12 петлю в изнаночном нашем ряду я провязываю вместе с петлей боковой нашей части изнаночной петлей. Это мы с вами провязали наш 4-й ряд. Все, в принципе, здесь, я думаю, принцип вязания нашего мыска вам понятен. То есть здесь в лицевом ряду эти петли мы вяжем лицевые вот до нашей вот этой 12 петли. 12 петлю и первую петлю от нашей боковой части в лицевом ряду мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. В изнаночном нашем ряду, вот где идет как раз и кончик здесь у нас есть, и вот все равно вот эта вот граница, она четко видна, нашу 12 петлю и первую петлю с нашей боковой части мы также провязываем 2 вместе, но изнаночной петлей. Это мы сейчас с вами вообще закончили вязать 4-й ряд, а наш мысок я буду вязать 16 рядов. Не забываем, что вот в конце ряда мы 2 петли вот эти будем провязывать вместе и в лицевом, и в изнаночном ряду. Итак, я провязала наш мысок 16 рядов, как я сказала. Если мы сейчас это измерим в сантиметрах, это у меня получается, ну вот как раз тоже 5 сантиметров. Дальше эту нить, которой мы вязали наш мысок, можем обрезать. Единственное, обрезаем так, чтобы потом нам можно было спрятать кончик. И вот эти оставшиеся петли с нашей боковой части мы возвращаем обратно на левую спицу. Вот здесь моя ниточка, видите, я ее не обрезала, она у меня здесь и расположена. Вот я ее опять под спицу провожу на обратную сторону, и сейчас мы будем делать отверстие для наших завязок. Кромочную петельку я снимаю, и дальше я делаю накид. Накид я делаю вот нить, накладываю наверх на спицу, пальчиком придерживаю, и следующих 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Опять накид, 2 петли провязываю вместе лицевой за переднюю стеночку, накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе, и таким образом довязываем этот ряд до конца. И вот смотрите, я дошла практически до конца, у меня осталось 3 петельки. Вот я делаю накид, провязываю 2 петли в конце вместе, и последнюю кромочную петлю я провязываю лицевой петлей. Вязание я наше переворачиваю,
Приступаем к вязанию изнаночного нашего ряда. Рабочую нить я опять продеваю вот под спицей, кромочную петельку я снимаю, и дальше все петли я буду вязать изнаночными. Наши накиды я буду также провязывать изнаночной петлей за вот эту длинную стеночку, так чтобы здесь вот как раз таки образовывались наши дырочки. То есть вот довязываем наш изнаночный ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. Все, я сделала отверстие для наших завязочек. Теперь мы будем приступать к вывязыванию как раз таки вот нашего вот этого основного узора, который называется чешуйки. Значит, смотрите, если мы сейчас пересчитаем наши петельки, то у нас получится 36 петель. 36 петель. Раппорт узора вот наших вот этих чешуек состоит из 8 петель плюс 2 петли кромочные. Поэтому если мы сейчас это все подсчитаем, у нас получается 2 лишних петли. То есть как мы это поняли, у нас получается 8 петель раппорт узора, умножаем на, у нас получается 4 этих раппорта помещается на 4, это получается 32 петли плюс 2 петли кромочных, это получается 34 петли, а у нас их 36 петель. Поэтому когда мы сейчас с вами будем провязывать первый основной ряд нашего вот узора, мы 2 петли убавим. Поэтому если, к примеру, вы набирали другое количество петель, и здесь у вас, соответственно, тоже получилось другое количество петель, то есть исходя из этого вы можете там несколько петель до нашего основного узора или прибавить, или убавить. Ну вот у меня всего лишь 2 лишних петли, поэтому я их буду убавлять. Так как, напоминаю, вот раппорт узора у нас состоит из 8 петель плюс 2 петли кромочных. Вяжем первый ряд нашего основного узора. Первую кромочную петельку я снимаю, и дальше все петли я вяжу изнаночными. Но не забываем, что нам нужно убавить 2 петли. Давайте это сделаем вот первый раз сейчас. То есть я в начале вот эти наши 2 лицевых петли переверну так, чтобы вот эта наша передняя стеночка, правая стеночка петли располагалась вот впереди, перед работой. И дальше эти 2 петли я провяжу вместе изнаночной петлей за переднюю стеночку. Это я убавила одну нашу петлю. Дальше я продолжаю вязать. Напоминаю, что вяжем в лицевом нашем ряду все петли изнаночными. И вот здесь давайте еще убавим нашу петлю. То есть видите, наша петля сейчас лицевая. Если мы ее расположим правильно, правая стенка расположена за работой. Я ее и следующую петлю переворачиваю так, чтобы правая стенка нашей петли располагалась впереди, перед работой. И дальше этих 2 петли я провязываю изнаночной петлей вместе за переднюю стеночку. Все, я сделала убавление 2 петель. И теперь я буду как раз таки вписываться в наш раппорт. Последнюю кромочную петлю мы всегда, напоминаю, провязываем лицевой петлей. Нить вот мы переворачиваем под спицы на обратную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Это у нас идет ряд изнаночный. Во втором нашем ряду мы все петли провязываем лицевыми. Поэтому довязываем наш второй ряд до конца, провязывая все петли лицевыми. Вяжем третий ряд. Кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу 6 лицевых петель. 1, 2, 6 лицевых петель я провязала после нашей кромочной, и дальше следующих 2 петли мы должны просто переснять, не провязывая, но рабочая ниточка у нас расположена перед работой. Вот таким образом. И дальше я опять вяжу 6 лицевых петель. 4,
5, 6. Следующих 2 петли мы опять просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И опять 6 лицевых петель. 2 петли сняли. 6 лицевых. 2 петли сняли. Нить перед работой и последнюю кромочную петлю я провязываю лицевой петлей. Это мы с вами закончили вязать наш третий ряд. Вязание мы наше переворачиваем и приступаем к вязанию четвертого ряда. Кромочную петельку я снимаю. И дальше смотрите, те петли, которые мы в нашем третьем ряду просто переснимали, в четвертом ряду мы тоже их будем просто переснимать, не провязывая, но в изнаночном нашем ряду, когда мы будем их провязывать, рабочая ниточка у нас будет располагаться за работой. То есть вот после нашей кромочной 2 петли я просто опять переснимаю, рабочая нить за работой, и дальше 6 петель изнаночных. 3, 4, 5, 6. 2 петли мы просто переснимаем, рабочая нить за работой, 6 петель изнаночных. То есть довязываем таким образом наш четвертый ряд до конца. Пятый ряд мы будем вязать точно таким же образом, как мы вязали и третий. Кромочную я снимаю, далее вяжем 6 петель лицевых, 3, 4, 5, 6. Следующих 2 петли мы просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И опять 6 лицевых, 2 петли сняли. То есть таким образом довязываем наш пятый ряд до конца. Шестой изнаночный ряд мы будем провязывать точно таким же образом, как мы с вами провязывали и четвертый наш ряд. То есть те петли, которые вот здесь мы снимали, мы также их будем просто снимать, не провязывая, рабочая ниточка за работой, и далее 6 петель изнаночных. То есть таким образом мы сейчас с вами довязываем пятый и шестой изнаночный ряд. Встретимся в начале седьмого ряда. Седьмой лицевой ряд. Кромочную петлю я снимаю, и дальше опять 6 петель лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 6 лицевых, 2 петли мы просто снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. То есть таким образом довязываем седьмой наш ряд до конца. Восьмой изнаночный ряд. Рабочую ниточку вот я под спицы провожу на обратную сторону, и в восьмом нашем изнаночном ряду мы все петли будем провязывать изнаночными, и те, которые провязывали, и те, которые просто переснимали. То есть вот все петли вяжем изнаночными. Это наш восьмой ряд. Поэтому довязываем наш восьмой ряд до конца. Девятый ряд нашего основного узора. Кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли в девятом нашем ряду я буду провязывать изнаночными. Я их буду провязывать изнаночными за заднюю стеночку петли или за правую стеночку петли, так чтобы петли наши не были перекрученными. Поэтому девятый ряд довязываем до конца, провязывая все петли изнаночные. Десятый ряд, и в десятом нашем ряду кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли до конца я вяжу лицевыми. Встретимся в начале 11 нашего ряда. 11 ряд, кромочную петлю я снимаю, дальше я вяжу 2 петли лицевых. Следующих 2 петли я просто переснимаю, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И дальше 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 6 лицевых. 2 петли сняли. То есть таким образом довязываем наш 11 ряд до конца. Вот в конце ряда как раз у нас получится 4 лицевых петли, и последнюю кромочную петлю мы также провяжем лицевой петлей.
12 изнаночный ряд, кромочную петлю я снимаю. Дальше у меня идет 4 петли изнаночных. Следующих 2 петли я просто переснимаю, не провязывая. В изнаночном нашем ряду рабочая ниточка расположена за работой. И дальше вяжем все как бы по рисунку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка расположена за работой. 6 изнаночных, 2 петли сняли. То есть довязываем таким образом наш 12 ряд до конца. Приступаю к вязанию 13 ряда. Кромочную снимаю и дальше опять вяжем 2 петли лицевых, 2 петли мы просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И опять 6 лицевых. 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. То есть это мы сейчас с вами вяжем 13 ряд. Дальше вязание перевернем, и в 14 нашем ряду мы также будем провязывать вот 4 изнаночных, 2 сняли, 6 изнаночных, 2 сняли. Рабочая ниточка в изнаночном нашем ряду расположена за работой. То есть таким образом довязываем 13 и 14 изнаночный ряд до конца самостоятельно. 15 ряд, кромочную снимаем, дальше вяжем 2 петли лицевых, 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И дальше продолжаем также вязать 6 лицевых, 2 петли сняли, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. То есть таким образом довязываем наш 15 ряд до конца. 16 изнаночный ряд, кромочную петлю снимаю, и дальше все петли мы будем вязать изнаночными. И те, которые снимали, и те, которые мы провязывали. То есть все петли мы провязываем изнаночными. Последнюю кромочную петлю я провязываю лицевой петлей. Таким образом довязываем наш 16 ряд до конца. 17 лицевой ряд, кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я провязываю изнаночными. Довязываем 17 ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. 18 изнаночный ряд, кромочную петлю я снимаю, и дальше в 18 нашем ряду все петли мы провязываем лицевыми. Поэтому довязываем наш 18 ряд до конца, провязывая все петли лицевые. 19 лицевой ряд. 19 наш ряд мы будем провязывать вот точно таким же образом, как мы вот здесь вот начинали наше вязание. То есть первую кромочную петлю я снимаю, дальше я вяжу 6 петель лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. И опять 6 петель лицевых. Таким образом довязываем наш 19 ряд до конца. 6 лицевых, 2 петли сняли. 20 изнаночный ряд, кромочную петлю я снимаю. Дальше следующих 2 петли я просто переснимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. И 6 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6. 2 петли снимаем, рабочая нить вот за работой, 6 изнаночных петель. Таким образом довязываем наш 20 ряд до конца. 21 лицевой ряд, кромочную снимаем и опять вяжем 6 петель лицевых, 2 петли снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, и опять 6 петель лицевых и так далее. Довязываем наш 21 ряд до конца. 22 изнаночный ряд, кромочную снимаем, следующих 2 петли мы просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, и дальше 6 изнаночных петель. И снова следующих 2 петли мы тоже просто переснимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой, и снова 6 изнаночных петель. Довязываем наш 22 ряд до конца. 23 лицевой ряд, кромочную снимаем и опять вяжем 6 лицевых,
Следующих 2 петли мы просто переснимаем, рабочая ниточка расположена перед работой. И вот таким образом довязываем наш 23 ряд до конца. В 24 изнаночном ряду кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли мы будем провязывать просто изнаночными. И те, которые мы провязывали, и те, которые мы просто переснимали. Поэтому довязываем наш 24 ряд до конца, провязывая все петли изнаночными. 25 лицевой ряд. Теперь смотрите, в 25 лицевом ряду все петли мы провяжем изнаночными. В 26 изнаночном ряду мы провяжем все петли лицевыми. В 27 лицевом ряду мы снова провяжем все петли изнаночными. И в 28 ряду мы будем запускать наши петли. Запускать мы их будем вот по изнаночной стороне. Поэтому сейчас 3 ряда провяжем самостоятельно. В лицевом петли вяжем изнаночными, а в изнаночном вот ряду в одном мы вяжем петли лицевыми. Так, я закончила вязать 27 ряд. Вот что у меня сейчас получается. Дальше вязание вот я переворачиваю на изнаночную сторону. И сейчас мы будем запускать наши петли. Запускать можете любым удобным для вас способом. Самое главное запускать так, чтобы этот край у нас был максимально эластичным. Поэтому я буду закрывать с помощью накидов. Кромочную петлю я снимаю, делаю накид, пальчиком придерживаю и следующую петлю провязываю лицевой. Дальше наш накид я протягиваю через только что провязанную петлю, и вот эту вот следующую петлю я также протягиваю через провязанную петлю. И вот у меня на спице получилась одна петелька. Снова делаю накид, провязываю следующую петлю лицевой и опять наш накид снимаю и протягиваю, и вот следующую эту петельку я также протягиваю через только что провязанную петлю и спускаю, и опять делаю накид. И так я запускаю петли до конца. Тоже здесь мы сильно не перетягиваем так, чтобы этот край у нас был, повторюсь, максимально эластичным. Поэтому запускаем петли до конца этого ряда. Вот я запустила все петли до конца. Далее эту петельку нашу последнюю вытягиваю подлиннее. Кончик наш обрезаем. Единственное, обрезаем с тем учетом, чтобы нам его хватило сшить пинетку. Далее нашу эту последнюю петельку я просто беру и вытягиваю. И теперь вот этот наш кончик я должна одеть в иголку с большим ушком. Но перед тем, как приступать к сшиванию нашей пинетки, я бы рекомендовала спрятать все наши кончики. Я спрятала все кончики, и дальше мы будем приступать к сшиванию нашей пинетки. Сшивать пинетку мы будем по лицевой стороне, поэтому я складываю два края между собой. Здесь вот у меня расположена моя рабочая ниточка. Нитку я вдела в иголку с большим ушком. И сейчас я вставляю нашу иголку вот здесь в наш край, наш кромочный, вот этот, как раз таки вот этот узелок справа налево. Ниточку вытаскиваем и идем на эту сторону. Здесь я вставляю нашу иголку за вот этот наш узелок, тоже справа налево. Идем на эту сторону. Здесь тоже смотрим по этой стороне наш узелок. Вот он у нас идет. Вставляем иголку справа налево в наш вот как раз таки вот этот кромочный узелок. Идем на эту сторону. Здесь можно еще вот сюда вставить иголку, вот здесь где-нибудь, чтобы не было сильно большого расстояния, тоже справа налево. По этой стороне мы тоже вот здесь сначала вставим справа налево. Идем на эту сторону тоже. Вставляем нашу иголочку справа налево в наши вот как раз таки вот эти вот кромочные узелки. Сначала по одной стороне, затем идем на другую сторону. И сшиваем вот таким образом нашу вот эту заднюю именно часть пинетки. Подошву мы нашу будем сшивать немножечко по-другому.
Значит, смотрите, сшиваем вот как раз-таки за вот эти, видите, вот узелки наши вот кромочные. Вот они у нас идут и по одной, и по второй стороне. Единственное, обязательно вот смотрите, чтобы все края у нас совпадали, чтобы у нас вот здесь вот получились дырочки около дырочек, чтобы не получился как-то вот так перекошенный край. Дырочки, чтобы были около дырочки. Полосочки совпадали с полосочками. Поэтому этот момент обязательно нужно контролировать, чтобы края наших вот деталек совпадали с одной стороны и с другой стороны. То есть вот здесь мы дошли до полоски из платочной вязки, и соответственно с этой стороны мы тоже дошли до полоски из платочной вязки. Иголочку в каждый узелок будем вставлять справа налево, и вот мы сшиваем вот до вот этого момента, то есть по кромочным вот этим узелкам. Итак, вот я сшила заднюю часть пинетки. Вот так у меня мой шов выглядит с лицевой стороны. Видите, все у меня, все полосочки, все дырочки совпали. Так он выглядит с изнаночной стороны. Тоже здесь ничего абсолютно не выступает. Теперь перед тем, как приступать к сшиванию вот нашей подошвы, вот этот край, который мы только что с вами сшивали, нужно вот так вот подтянуть. Просто убедиться, что он у нас также идет эластичный, потому что бывает, что когда сшиваешь, здесь эта ниточка, она получается немного перетягивает край, и он получается не такой эластичный, как наше основное полотно. И сейчас будем приступать к сшиванию нашей ступни. Сшивать мы также будем по лицевой стороне. Также складываем эти два края между собой, и смотрите, сразу покажу, вот здесь будет более видно так. Сшивать мы сейчас будем за вот эти вот дужечки. Вот они у нас вот. Понятно, да? Они у нас идут и с одной, и с другой стороны. Здесь они у нас тоже есть. Вот здесь у меня расположена моя рабочая ниточка. Ищем по вот этой стороне, противоположной от нашего кончика, первую нашу дужечку. Вот она у нас идет. Вот, видите? И вставляем в нее иголку, в эту первую дужку, сверху вниз, и сразу же выводим через следующую нашу дужку снизу вверх. Ниточку мы нашу вытягиваем. Эту сторону мы с вами прошили, возвращаемся на эту сторону. Ищем по этой стороне нашу первую дужечку. По этой стороне, вот она у нас наша дужка идет, вставляем иголку тоже к себе, то есть с изнанки на лицо, и через следующую дужку иголку выводим вот с лица на изнанку, и ниточку мы нашу здесь вытаскиваем. Идем на эту сторону. Здесь сейчас будет проще. Вот мы вставляли сюда иголку нашу, точнее выводили ее. То есть каждую из этих дужек мы будем прошивать по 2 раза. То есть смотрите, сюда мы теперь вставляем нашу иголку с лица на изнанку и выводим через следующую с изнанки на лицо. Ниточку вытаскиваем. И сейчас вот как раз таки, когда мы прошьем эту сторону, вот мы будем иголку вставлять нашу вот как раз таки вот в эту дужку. Идем на эту сторону. Здесь мы выводили нашу иголку вот через эту дужку, поэтому здесь в эту мы вставляем с изнанки на лицо, и в следующую выводим с лица на изнанку. Идем на обратную сторону. Здесь вот как раз мы видим, вот сюда мы последний раз вставляли нашу иголку. В эту же вот как раз таки дужечку мы вставляем нашу иголку с лица на изнанку и сразу же выводим через следующую с изнанки вот на лицо. Здесь то же самое. Идем вот с изнанки на лицо и с лица через следующую на изнанку. Здесь идем, вот мы прошивали здесь эту дужечку с лица на изнанку, и вот через следующую вот с изнанки на лицо.
И вот таким образом мы сшиваем подошвочку нашей пинетки до конца. Поочередно. Сначала одну сторону, затем другую сторону. Вот я сшила нашу подошву. Видите, у нас получается вот такая имитация платочной вязки. Вот моя рабочая ниточка. Я сюда вставляю иголку и вывожу нашу ниточку на изнаночную сторону. И далее я ее сейчас там закреплю. Вот сразу хочу показать, вот так наш шов выглядит по изнаночной стороне. Абсолютно все гладенько, ничего не выступает, и ребенку будет абсолютно комфортно. Вот он у нас идет, этот наш шов, все абсолютно гладко идет, как с лицевой, так и с изнаночной стороны. И вот смотрите, в принципе, пинетка наша уже готова. То есть если она будет вот одета на ногу ребенка, то есть вот она хорошо держит форму. Сейчас сюда будет вставляться завязочка, и все. Единственное, я всегда в пинетках делаю, вот здесь вот видно, вот такую вот обвязку. Она такую вот более стабильную форму имеет, поэтому делать ее не обязательно. Но я сейчас сделаю и покажу вам, как это делается, если вам все-таки понравится больше именно с обвязкой. Обвязку я делать буду с помощью крючка. Сюда подойдет крючок от 2,5 до 3,5 миллиметров. Ну вот у меня сейчас номер 2,5. Дальше я беру нашу пинетку вот так подошвочкой вверх. И смотрите, здесь идет вот как раз таки мой шов. Я считаю, если вот со швом. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Вот как раз таки 5-я вот эта дорожка из платочной вязки, то есть включая вот наш этот шов, вот мы ее сейчас будем как раз и обвязывать. Тут я вставлю наш крючок, беру нашу ниточку. Обвязку можно делать как ниточкой вот основного нашего цвета, так и любой контрастной нитью. То есть это как вам больше нравится. Вот мы вставили крючок, вынимаем оттуда нашу петельку, делаем закрепляющую петлю. И вот как раз таки здесь убедимся, что это именно дорожка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы вот здесь должны обвязывать. Вот она у нас идет. Мы будем обвязывать нашу пинетку столбиками без накида. То есть вот вставляем наш крючок вот как раз таки в эти верхние дужечки. И провязываем вот столбик без накида. Сильно здесь этот край мы не перетягиваем, чтобы было все максимально эластично. То есть вот еще раз давайте. Вставили, вытянули, провязали. Крючок вставили, вытянули, провязали. Еще раз вставляем только вот как раз таки в эти дужечки, которые у нас идут вот сверху, вверх смотрят. Вот сюда. Вставили вот нашу дужечку, вот крючок, вытянули петельку и провязали. И вот таким образом обвязываем по кругу, делая вот такую нашу обвязку. И вот я дошла практически вот до конца. Вот. Давайте последние петельки вместе с вами провяжем. Сюда вот моя ниточка, где я начинала обвязку. И вот сюда же вот я в эту ниточку вставляю и провязываю последнюю закрепляющую петельку. Ее вытаскиваю подлиннее и ниточку обрезаю. Далее в нашу эту петельку я продеваю наш только что обрезанный кончик. И аккуратно здесь затягиваю этот краешек, вот этот краешек. И крючком эти кончики мы сейчас выводим на изнаночную сторону. Все. И там эти кончики по изнаночной стороне мы также спрячем самостоятельно.
И все, в принципе, пинетка наша полностью готова. Осталось в нее только сделать завязку. Значит, смотрите, что касается завязок. Завязку можно сделать абсолютно любую. То есть можно сделать завязку из атласной ленты. Обычно вот я если делаю из атласной ленты, ширина ленты 1 сантиметр. Можно, как в данных пинетках, завязку связать вот таким вот полым шнуром. Шнур этот, если что, я вязала на 4 петлях, и длина его 50 сантиметров. Если вы не умеете вязать вот такой вот полый шнур, то я вам сейчас оставлю ниже в инфобоксе ссылку на подробный мастер-класс, как вязать вот такой вот полый шнур, так как использовать его можно не только в пинетках. Обязательно загляните, если что, ниже в инфобокс. Я вам там оставлю несколько ссылок на подробные мастер-классы, как сделать несколько видов вот как раз-таки завязок, которые подойдут и для пинеток в том числе. Итак, друзья, если вам понравился данный мастер-класс, обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.